Привет! Добро пожаловать! Это видео на медленном русском. Если вам нужны субтитры, включите их здесь. Сегодня 1 апреля. Сегодня день дурака или день смеха. Поэтому в этом видео я хочу поговорить о лексике, связанной со смехом и юмором, о том, над чем мы сейчас смеемся и как. Итак, начнем с глагола «смеяться». Это возвратный глагол. В конце есть «ся». Обратите внимание на спряжение этого глагола, на то, как мы меняем этот глагол. Глагол «смеяться» прилагательное «смешной». Еще одно важное слово по нашей сегодняшней теме – шутка. Шутка – смешная фраза или даже история. Теперь соединим слова, о которых мы уже сказали. Смеяться над шуткой. Смеяться над чем-то. Запомните, здесь мы используем предлог «над». Над шуткой, над шутками. Над плюс творительный падеж. Можно смеяться над шуткой, над ситуацией или даже над человеком. Вернемся к слову «шутка». С этим словом мы можем использовать глагол рассказывать. Рассказывать шутку. Шутка существительное, шутить глагол. Он веселый человек. Он любит шутить. Он обычно рассказывает смешные шутки. У него хорошее чувство юмора. Чувство юмора – это способность человека видеть смешное в ситуации, в окружении. Иметь чувство юмора не значит уметь рассказывать шутки, а понимать комичность ситуации, уметь посмеяться над собой или над непростыми жизненными ситуациями. Несмотря на то, что иметь чувство юмора уже значит иметь хорошее чувство юмора, мы все равно любим добавлять слово «хорошее». И про противоположность такого человека говорят: без чувства юмора, человек без чувства юмора, или человек с плохим чувством юмора. 1 апреля никому не верю. Почему мы так говорим? Потому что в этот день люди часто разыгрывают друг друга. Разыгрывать, разыграть. Это глагол, существительное розыгрыш. Но в последнее время намного популярнее стало слово пранк. И уже от этого слова сделали другой глагол – пранковать. То есть литературное слово – это разыгрывать, но в интернете могут использовать слово пранковать. Я очень люблю пранки, но добрые пранки, которые никому не вредят и никого не пугают. Хотя мне нравится черный юмор. Черный юмор – это юмор, в котором есть цинизм. Такой юмор всегда на грани. И согласитесь, для такого юмора нужно, во-первых, действительно уметь хорошо шутить, а во-вторых, проанализировать ситуацию и людей вокруг.
потому что не все люди такой юмор понимают, и не во всех ситуациях такой юмор уместен. То есть такой юмор подходит не для всех ситуаций. Теперь хочу поговорить о значении слова анекдот. Анекдот – это короткий, смешной рассказ, история. Когда на моих уроках мы видим это слово в тексте или заданиях, и я прошу ученика рассказать анекдот, ученики обычно рассказывают историю из их жизни. Но в русской культуре эта история не из вашей жизни, а о других людях. И это выдуманная история, то есть история, которую кто-то придумал. Старшее поколение знает очень много анекдотов, а молодые люди уже не знают анекдоты, не рассказывают их и не считают их смешными. Почему? Потому что у старшего поколения не было интернета. Сейчас, чтобы посмеяться, достаточно зайти в социальные сети. Некоторое время назад популярными были мемы. Есть, кстати, две группы людей, два лагеря. Одни произносят мем, а другие мем. Итак, раньше были популярны мемы, но потом появился видеоконтент. И сейчас больше популярны короткие видео. Для таких видео часто используют вирусные звуки, то есть звуки, которые сейчас популярны, которые сейчас нравятся пользователям. Думаю, понятно, почему они называются вирусными. Они распространяются как вирус очень быстро. Чтобы показать, что вам понравился мем или видео, в комментариях или в переписке мы пишем ха-ха или уха-ха-ха-ха или ахахахаха. Также используем эмоджи. Люди моего возраста, то есть миллениалы, используют вот такие эмоджи, а зумеры выбирают череп или даже гроб. Ну и иногда мы пишем лол, но это тоже больше реакции миллениалов. Расскажите, как вы смеетесь на вашем языке? А также, нравится ли вам черный юмор? И считаете ли вы, что иметь хорошее чувство юмора важно? Слушайте наш подкаст на русском, «Русский блин», или смотрите мои другие видео на медленном русском. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.